Она большая очень, здесь 4 человека может лечь. Да, я уже недовольна. Первое, что мы сделали, это залезли в бассейн. Бассейн очень теплый, и наш отель на самом берегу океана. Мне гораздо больше нравится Греция, Италия, Испания, Португалия. Ну, во-первых, я брезгливый человек, типа, везде, вот если так считать, и так далее. Надо просто не Ну, заморачиваться. даже не только в антисанитарии дело. Мне просто не особо нравится ездить в какие-то более, ну, дикие, я не знаю, варианты отдыха, как мама любит. Я, которая была не голодная. Это ресепшн, он просторный, в тени находится под крышей. Очень много детей рядом местных. И наш пляж, вот где наш отель находится, называется Бамбури. Ужас. Завтра у нас мы без океана и без пляжа, потому что едем на сафари на целый день. И это хорошо, потому что завтра мне, например, на пляж точно не надо. Всем привет! Мы летим в Кению, в Момбасу. Перелет очень долгий. У нас будет пересадка в Дубае. Наш рейс Варшава-Дубай и Дубай-Момбаса. Весь полет займет приблизительно 10 часов. А еще часов 8 ночью мы проведем в Дубае в ожидании второго самолета. Столица Кении – Найроби, город-миллионник, а Момбаса – второй по величине город в стране, расположенный на берегу Индийского океана. На сафари можно попасть как из Найроби, так и из Момбасы. Мы обязательно побываем в африканской саванне и покажем вам дикую природу Кении. А сейчас мы пролетаем где-то недалеко от нашего дома. Ну, естественно, через Украину наш рейс лететь не может по понятным причинам. И внутри, глубоко внутри щемит сердце, потому что раньше мы могли летать из Одессы, из Киева во все уголки мира. Я люблю Fly Dubai, всегда очень вкусная еда. Каша с изюмом и с орехами есть. Ну отлично, хватает что-то поесть. Что самое интересное, приборы опасные такие, не пластиковые. Мы с Таей поменялись. Мне курица с маслинами и с кашей. А Тае я отдала вот такое. Все, сладенькое, но здесь есть тоже какая-то кашка с изюмом. Мне всегда было странно, когда маникюрные ножнички из багажа забирают, и при этом вот такие приборы выдают. В комментариях кто-то обязательно напишет, зачем так много полета показываете. Знаете, я это делаю больше для тех людей, которые никогда не летали. А я знаю, что у меня на канале очень много таких людей, которые смотрят наши путешествия с большим удовольствием и проживают всю эту жизнь путешествий вместе с нами, благодаря нашим видео. Мы сели в наш второй самолет и сейчас будем лететь в Момбасу. Величественный Дубай остается под нами, и через 5 часов мы приземлимся в Момбасе. А на этом рейсе больше фруктов и больше десертов. Наш самолет начал снижение, и здесь в этот момент я думаю, что какая-то неделька в Кении пролетит очень быстро, и мы вернемся в Одессу к Алисе и Гене. Просто здесь я еще не знаю, что события на Ближнем Востоке все изменят, и мы не улетим домой в ближайший месяц. Мы вышли из самолета, писала, что 24 градуса, но я вышла и в свитере такое ощущение, что попала в какую-то сауну на верхнюю полку. Реально жара такая непереносимая, градусов 38. И я хоть майку кинула с собой, вот, а та вообще в спортивном костюме теплом, ей тяжко сейчас дышать. Тяжелая дорога очень. В автобусе мы ехали, получается, из Одессы в Варшаву сутки целые. Потом полдня сидели в аэропорту. Потом перелет этот первый в Дубае, тоже, ну, долго времени, и вот это мне с этой ногой моей тяжело, не сесть, не встать, все болит. Вот, и сейчас вот этот второй перелет, ну, тяжко. Получается, грубо говоря, наверное,
почти 2,5 дня мы были в дороге. Сейчас мы направляемся из аэропорта в наш отель и будем проезжать центр города. Про Момбасу я вам сниму отдельное видео, подробное видео. А здесь просто покажу немного этой нищеты. Страшно, непривычно. И несмотря на большой поток туристов и торговлю, быстрый рост населения приводит к образованию трущоб, нехватке воды. Здесь очень низкий уровень жизни. В основном все передвигаются на тук-туках. Это очень удобно, так как в Момбасе просто нереально огромный трафик и загруженность дорог. Пробки страшные. До нашего отеля 15 километров, но эти 15 километров мы едем уже больше часа. Вот это сплошное крытое сооружение, похожее на какую-то трущобу, это центральный рынок Момбасы. И здесь можно купить абсолютно все, начиная от продуктов, фруктов, одежды, мебели. Ну, я даже не знаю, чего здесь только нет. Вот так мебель продают, кровати, смотрите, изготовляют здесь же это все. Более обеспеченные люди не живут в таких домах, они живут вот в таких многоэтажках, в квартирах. Наконец-то мы съехали с трассы, въехали в какой-то переулочек, здесь дома местных жителей, и вот наш отель. Мы не успели оглянуться, как носильщик подхватил наши вещи. Мы заселились. Так выглядит наш номер, но у него только одна кровать. Мама сказала, что она об этом не знала. Она большая очень, здесь 4 человека может лечь. Та я уже недовольна. Там балкон дальше. Москитных сеток здесь нет, как у нас было в Витаме, кстати, потом от комаров, поэтому мы будем включать какие-то розетки, наверное, штуки ты говорила, да? Ну, комарилки будем ставить, конечно, обязательно. Жара такая, что можно сдохнуть просто. Мы включили кондиционер в номере, но сейчас, может быть, он немножко остудит уже эту комнату. Ну и, конечно, плохо то, что нет накомарника. Есть крючочки в потолке вот такие, и, в принципе, я думаю, что москитка была предусмотрена. Балкон у нас есть. Там вон где-то вдали Индийский океан, у нас такой боковой вид на него, очень много зелени, пальмы и такой, знаете, невероятный запах каких-то тропических цветов. Водичка классная, теплая. Первое, что мы сделали, это залезли в бассейн. Бассейн очень теплый, и наш отель на самом берегу океана. Возле океана жара так не чувствуется, как в аэропорте, потому что там было прям очень душно. А здесь сейчас из-за ветра не так прям. Здесь ветерок продувает, да, и еще вот все шезлонги возле бассейна, которые, они под пальмами, и вверху много кокосов. Это опасно, я считаю, потому что они падают и могут упасть на голову. У нас сегодня такой ленивый день, мы никуда не идем, будем плавать, отдыхать. На ужин сходим, у нас завтрак, ужин включен. Вот. И реально так устали, дорога была тяжелейшая. Хорошо, что Алису не взяли, потому что она вообще переутомилась сильно. Здесь главный ресторан, где мы будем завтракать и ужинать. Еще есть полдник, идем смотреть, что там. Мы пришли выпить кофе. Здесь печеньки разные на полдник, такие штучки. Возьми себе тоже печеньки какие-то. Здесь же будет находиться и завтрак, и ужин, как шведский стол. Я думаю, что брать все включено в этом отеле точно нет смысла. Сегодня мы здесь, завтра, я думаю, что тоже. И завтра уже определимся, что мы увидим за эту неделю. Времени у нас не так много, но один раз хотя бы на сафари хочу съездить. Еще хочу рассказать про свои впечатления, как я вышла с аэропорта. Вот я показывала дорогу, как мы ехали из аэропорта через центр Момбасы, насколько все бедно,
много нищеты, такой разрухи. И вот при этом всем у меня пазл в голове не складывается, почему такие огромные цены на сафари. Ну, животные, ну, дикая природа, но цены просто несоизмеримо неадекватные. Вот здесь в уголочке этого видео я оставлю приблизительные цены. Есть сафари на 2-3 дня и даже на неделю. Вот здесь познакомилась с мужчиной, он говорит, неделю был на этом сафари. А однодневный сафари, если брать даже не у туроператора, а у бичбоя на пляже, то цены тоже идут от $180 с человека и выше. Это ближайший национальный парк, это Цаво-Ист. Мы туда, конечно же, поедем, но будем искать варианты, которые побюджетнее. Сегодня постараемся показать обзор всего отеля, обзор нашего номера. Тут есть только один бассейн такой большой, и второй, он маленький, в общем, мы в нем никогда не купаться, Лягушатничек. потому что он мелкий. Выход к океану, у нас там сзади находится ресторан, вот сбоку, в принципе, вот все возле бассейна, вот что здесь есть. Отель компактный, да, такой. И территория зеленая, очень много пальм, уютненько. Да, я одна в бассейне, водичка очень тепленькая, такая с утра, приятная. А народ только начинает сходиться. Здесь отливы сильные, и океан уходит. И вот сейчас после обеда он вернулся. Идем потрогаем воду. Вода горячая, просто такая, как в ванной. Я даже не ожидала. Вода, правда, горячая, но я сегодня плавать не хочу, я буду завтра. А я вот бассейн хотела. буду сегодня плавать. Боже, какой кайф! Мне напоминает Занзибар, когда мы были с Асей, с Геной и с Алисой маленькая. Это вообще, наверное, такое ощущение, что градусов 36 вода. Пляж, много водорослей, намыло. Ну, в принципе, это сезонно, я считаю. Еще из такого не очень приятного, очень много торговцев, они приставучие все. Вот, но от этого никуда не денешься. Вот, экскурсии у них, разные сувениры, ну, все как обычно. Кстати, когда мы были на Занзибаре, я вот не помню, чтобы они так сильно прям цеплялись, а здесь очень сильно. Но, слава богу, на территорию отеля они не заходят. Солнце садится, у нас еще такое состояние тяжелое, как отходняк от перелета. Сейчас идем ужинать и отдыхать. Мы пришли ужин, сейчас будет такой. С 7:30 получается вечера начинается ужин. Шведский стол. Вот что бывает, если прийти ровно в 7:30. Тая начала с фруктов, а я стою в общей очереди. Ужин для тройки очень хороший. Большое разнообразие фруктов, овощи в чистом виде и в виде салатов. Есть веганский суп, который Тая не хочет, и есть биф-суп. Быстро пройдусь, покажу вам все. Рис чистый, как Тая любит. Какая-то картошечка запеченная. Макароны. Есть здесь, кстати, несколько видов паст и к ним куча гарниров в виде мяса. Еще какие-то овощи тушеные. Биф-строганов. А мне нравится, что есть несколько видов рыбы, абсолютно разные и очень-очень вкусные. Фрукты. Сладкое. Thank you. Thank you so much. It goes well with it. Я, которая была не голодная, увидела этот стол шведский, и я уже хочу есть, реально. За целый день у меня стресс сегодня. Выбор еды очень большой. Есть и рыба, 2 вида, мясо, несколько видов, макароны, картошка, фрукты, овощи. Ну, в принципе, неожиданно, потому что, когда мы были на Занзибаре несколько лет назад, там было все намного скуднее в плане ужина, а здесь, ну, прям вау.
Много фруктов есть. Доброе утро. Мы сегодня решили выспаться. Уже 9 утра. И мы только открыли глаза. Сейчас будем собираться идти на завтрак. На удивление, шезлонги никто не занимает заранее. Все свободно и тишина. Покажем вам завтрак. Он тоже очень хороший, такой же, как и ужин. И все меняется каждый день. Фрукты, есть всегда свежевыжатые соки. Каши на любителя Тая не ест, я тоже не очень. Есть хлопья различные, там бутербродики, кексики, мучного очень много, я это не ем. Картофель вот такой запеченный, бобы, сосиски куриные, яички и помидорки. Что-то африканское, какой-то фрукт, не знаю вообще, что это. И, ну, здесь дальше пошло мучное, овощи есть, сыр, огурцы, помидоры, лук. И здесь вот жарят омлет, яичницу, что закажете. Также есть бекон с сосисками, какая-то картошечка еще тушеная. Это я не знаю что. Всем доброе утро еще раз. Завтракаем. У меня так лицо отекло за ночь от этой комарилки, от того, что закрывали балкон. Душно было. Вот. Я сейчас встала, просто понимаю, что у меня глаза не открываются. Поставила фрукты на стол, пока я ходила, что-то еще брала. Женщина подошла, говорит, что птицы прилетели и просто жерли с моей тарелки. Вот так. С самого утра уже очень душно и жарко. Мы сейчас поедим, потом пойдем к бассейну и к океану. Сегодня целый день тоже проведем здесь, по пляжам погуляем. Это ресепшн, он просторный, в тени находится под крышей. Отель у нас бюджетная троечка, но самый большой плюс в нем то, что это побережье, это первая линия. Территория очень красивая, зеленая, бассейны, природа, питание отличное, завтрак, ужин просто вот с головой достаточно. Мы живем в основном корпусе на 2-м этаже, а есть еще вот как позади меня вот такие домики бунгального плана. Они просто дороже, мы не стали переплачивать, не видим смысла, потому что в номере мы не находимся. Еще хотела сказать про воду. Воды в номере нет. Когда вы заезжаете, дают вот такие 2 маленькие бутылочки, меньше, чем это, и все. Остальное все платно, вода вся платная. И получается 150 кенийских шиллингов бутылка воды. Я никак не могу поменять деньги тут, потому что с этим целая проблема. И пока записываем все на номер, оно копится у нас, вот, что пить хочется. Отель тихий именно для людей, которые хотят отдохнуть. Для молодежи особых развлечений никаких здесь нет. Пенсионный возраст, пляжик вот такой вот чистенький, хороший. Верблюды ходят, масаев много, бичбоев много. Здесь у берега водоросли, но их периодически отмывает, и вместе с отливом они уходят туда, вглубь. Водичка очень чистая, такая прозрачная. Очень много детей рядом местных, и они просто, когда видят, что ты заходишь, бегут за тобой. Здесь нужно этот кусок пляжа пробегать просто быстренько. Тут много водорослей и не люблю моими ногами ходить, поэтому в тапках. А я без тапок. Мне неприятно просто насыпать, потому что не видишь его. Скоро будет начинаться отлив, поэтому мы немного поплаваем, пойдем к бассейну, а потом вода в океане вернется где-то после 4, да? Да, и уже такой жары не будет. И будет реально легче ощущаться этот климат. Ну, а вообще, вчера вечером вода была более горячая, так как было мелко здесь. Сейчас она нормальная. Мы отходим, а детишки к нам подходят все ближе и ближе. Кайф. Вода теплая. Вода очень классная, обалденная. Вода кайфовая. Я тоже хотела волосы не мочить, но это невозможно. Мы тоже приехали с Таей. Я очки вообще дома забыла. Кепка в номере. Тая, по-моему, ничего и не взяла с собой. Или взяла что-то? А что не взяла на пляж? Ну, я просто думала, под зонтиком больше будем лежать, поэтому я сейчас пойду туда. Так мы и так под зонтиком целый день. Я не люблю загорать, не люблю
лежим под солнцем. Солнце здесь такое пекучее, сразу сгоришь. Из-за того, что много водорослей, Тая боится плавать в океане, прям рыдает, боится, что там какая-то живность может сидеть. Вот. Но я говорю, выходи наоборот на песчаные эти участки, где достаточно много, не стой в водорослях. У нее прям страх до уровня истерики. Я уже не стала ее держать, говорю, все, иди в бассейн с хлоркой. Ой, эти подростки, блин, тяжелые такие, во всем, очень тяжелые. Когда уже этот возраст пройдет переходный, я не знаю. Пока с ней очень тяжко. И в быту, и везде, и на отдыхе, как говорится. Вот такие водоросли намывает. И вот там вот есть какой-то такой участок, где их больше. Но если пройти дальше, вот где люди, там, в принципе, нормально, там уже песочек. А Тая боится туда идти. Когда солнце немножко уйдет, хотим сегодня прогуляться туда, подальше, в самый конец пляжа. Здесь нет волнорезов, нет пирсов никаких. И наш пляж, вот где наш отель находится, называется Бамбури. Туда дальше 40 километров по береговой линии есть очень красивый пляж с белоснежным песочком. Он называется Диане Бич. И на него мы тоже съездим, я думаю, что на днях, на тук-туке, потому что общественный транспорт, в принципе, здесь не развит. Тук-тук — это основное, на чем можно куда-то добраться быстро и недорого относительно. Вот мы буквально с мамой только что говорили, пока мама плавала, а я здесь сидела. Здесь, конечно, хорошо, и маме нравится, когда мы вот ездим на какие-то тропические острова, в Африку, там, в Азию, но, если честно, вот конкретно для меня это не то, что мне прям очень сильно нравится. И мне гораздо больше нравится Греция, Италия, Испания, Португалия, в Европе даже находится, потому что я не то чтобы очень сильно люблю экзотические места, чтобы прям в них ездить или жить. Не мое. Тая, короче, больше живности боится, да, всякой? Нет, даже не то, что в живности, это тоже, но вот мы были во Вьетнаме ровно год назад, ну, чуть больше уже. Там было тоже хорошо, но это не то, что мне прям очень сильно нравится. Ну а что тебе там не нравится? Антисанитария? Ну, во-первых, я брезгливый человек, типа в еде, вот если так считать, и так далее. Надо просто не Ну, заморачиваться. даже не только в антисанитарии дело, мне просто не особо нравится ездить в какие-то более, дикие, я не знаю, варианты отдыха, как мама любит, потому что мама очень любит что-то такое выбирать, где вообще... Ну да, я вот в Кению хотела, я здесь не была я никогда. больше за комфорт, за что-то такое. Вот мама говорит, что мы с бабушкой похожи, но вообще-то с бабушкой с моей похожи в этом плане. Ну, похоже, да. Потому что здесь, А я люблю дикий отдых, дикие места, Африку обожаю. ну, в Египте мне нравилось, если так вот, без исключения взять. Намибию очень мечтаю посетить я. Опять острова какие-то. Нет, Намибия — это страна африканская большая. Тая уже хочет номер пойти отдыхать. Я говорю, от чего отдыхать? Ляжь здесь на шезлонг, приляг и отдыхай себе в тенечке, и все. Обед все разложились у бассейна. В океане практически никого нет, потому что очень жарко. Прям такое пекло-пекло. Народ снимает, как человек лезет на пальму за кокосом. Это жесть, конечно. Это очень страшно. Я вот на 0,5 поставила высоту, чтобы вы видели. Кошмар оттуда упасть, да? Не соберут потом. Для местных это так просто взять огромные мачете, залезть на вершину этой пальмы, срезать кокосы, привязать вот так вот веревкой, и потом он, видите, берет и аккуратненько с этой пальмы их спускает. Пальм таких на территории отеля очень-очень много. И такие спелые кокосы оставлять опасно, потому что они могут упасть на голову кому-то. Мы стоим с Таей, смотрим, как кокосы спускают с пальм. Это так круто вообще, туда залезть. Вторая связочка. Здесь есть полдник. Можно выпить кофе, чай и печенюшки погрызть.
Но при том, что я на солнце почти не была, я уже вижу, что я подпеклась. И лицо, и плечи. Полдник вот здесь находится. Смотрите, какая рыбина. Это типа штука, которая мушек отгоняет. Это кошмар. Я на солнце вообще не лежала абсолютно. И пряталась, получается, из океана выхожу и сразу в тенек на шезлонг. Здесь все печет. Первый день называется. Не видели солнца. Это мне напоминает Занзибар, когда мы были. Тоже обгорели так, что кожа отсюда, с этой зоны, аж лохмотьями слазила. Кошмар. Ужас. Завтра у нас мы без океана и без пляжа, потому что едем на сафари на целый день с 5 утра и до позднего вечера. И это хорошо, потому что завтра мне, например, на пляж точно не надо. Да, я чуть-чуть получше выглядеть, но тоже у нее спина спеклась. Приготовила одежду на завтра, чтобы не делать этого в 5 утра. Обезьяны бегают на дереве, девчонки их пытаются кормить. Тая где-то доходит, а сегодня на ужин тыквенный супчик. Я так хотела первое. Хорошо бы еще, чтобы Тая ела первое. Это мой ужин. Для Таи тоже очень много и очень большой выбор еды. Куча овощей и фруктов. Местные девчонки, аниматоры. Так, я думаю, что пора баньки, а то нам вставать в 4 утра. Всем тихой ночи.